Сегодня готовим простое, но интересное блюдо, которое, в принципе, представляет из себя закуску к жареной курочке. Готовится оно из редиса. Вы, наверное, видели это во многих корейских дорамах, или если были в Корее, то вам это подавали к жареной курочке. Потребуется дайкон редька, что лучше, конечно же, или красный редис тоже подойдет, около 500 грамм. В данном случае мы должны помыть и почистить редис. Если вы используете дайкон редьку, то никаких проблем. Но вообще, в принципе, и как дайкон редьку, так и обычно красный редис выбирайте сорта послаще и посочнее. Мы должны нарезать очищенный редис сначала кругами шириной в 1 сантиметр. И, в принципе, вообще нарезка для маринования редиса в данном случае напоминает нарезку, как делают кимчи из редиса, который называется кактуги. После того, как мы нарезали кругами, мы нарезаем соломкой, тоже толщиной в 1 сантиметр, и затем нарезаем кубиками. В общем, в принципе, ничего сложного. Блюдо это вообще достаточно давно известно в Корее, оно относится к традиционной кухне, просто стало распространено уже в современности и приобрело другое название, просто chicken mu, то есть редис для курицы. Используем мы с вами для маринования стеклянные банки, которые достаточно прочные и выдерживают температуру. Складываем нарезанный редис в банки, простерилизованные желательно, конечно же, и когда укладываем редис, стараемся его утрамбовать так, чтобы в банку вошло как можно больше, чтобы был достаточно плотно внутри расположен. После того, как мы распределили редис по банкам, мы займемся непосредственно уже приготовлением самого маринада. Нам потребуется какая-нибудь кастрюлька, можно небольшая, и всего лишь 3 ингредиента, а именно вода, обычная вода, в данном случае 300 мл, заливаем в кастрюлю и добавляем туда уксус. Лучше, конечно же, белый рисовый уксус. В данном случае объем 150 мл, и затем добавляем сахар 150 грамм. Вообще белый сахар предпочтительнее в данном случае. И добавляем соль 1 чайную ложку. Все это нам нужно с вами довести до кипения. Вообще пропорции всех этих ингредиентов: вода, уксус, сахар – это 2 к 1 и 1, то есть 2, 1, 1. Это очень легко запомнить. Когда начнет кипеть, то мы сразу снимаем с огня. И обратите внимание, конечно, чтобы весь сахар и соль растворились. Мы маринад не остужаем. Мы заливаем его в банки с редисом теплым. Поэтому обратите внимание, чтобы банка, которую вы используете, могла выдерживать температуру, чтобы она не лопнула. После того, как мы разлили маринад, мы закрываем банки и остужаем их натуральным образом. Когда банки остынут, то мы ставим их в холодильник и храним в холодильнике. Хорошая новость, то что есть это можно уже на следующий день после приготовления. Необыкновенный хруст, кисло-сладкий вкус, и это, поверьте мне, необыкновенно хорошо с курочкой, собственно говоря, как оно и естся. Здесь приведен еще раз способ приготовления и ингредиенты. Приятного аппетита, лайкайте, подписывайтесь.